Добрый день! Сегодня будем вязать вот такую сумку-ведерко или интерьерную корзину по вашему желанию из рафии крючком жаккарда. Мы разберем схему, провяжем несколько рядов вместе. Я покажу, как вязать жаккард так, чтобы нити не путались, а узор получался аккуратным и ровным. А также поделюсь интересным способом пришивания бамбуковых ручек. В результате у вас будет не только готовая сумка из рафии, но и понятный принцип вязания жаккарда, который вы можете применять и в других своих проектах. Для удобства в описании под видео я оставлю тайм-коды, чтобы вы могли перейти к нужному разделу. Для этой сумки можно использовать готовое донышко, например, кожаное, диаметром около 15-16 см, и набрать по его окружности нужное количество столбиков без накида. Либо связать укрепленное донышко самостоятельно. У меня есть отдельный подробный мастер-класс о том, как связать такое донышко. Помимо донышка для работы понадобится рафия двух цветов. У меня ушло меньше половины бобин каждого цвета. Бамбуковые ручки около 17-18 см в ширину. Также нам понадобится крючок номер 2,5, маркеры, игла для сшивания, ножницы. В конце работы также может пригодиться пластиковая леска от Ригелина и термоусадочная трубка для ее соединения. Леску я просто отделяю от общей ленты Ригелина. Но если таких материалов у вас нет, то ничего страшного, можно обойтись и без них. Итак, я буду продолжать вязание с того места, на котором мы остановились в прошлом мастер-классе. Здесь по окружности у меня 120 столбиков без накида. Такое же количество столбиков нужно набрать и по окружности кожаного донышка, если вы его используете, равномерно распределив по всем отверстиям. Если вы используете вязаное донышко, то лучше заранее его отпарить. Я сразу готовлю второй цвет рафии и сразу его буду ввязывать в полотно. Вязать будем столбиками без накида за заднюю стенку. И если посмотреть на схему первого ряда, то первые 6 столбиков без накида нужно провязать основным, в моем случае бежевым цветом. Далее 12 столбиков без накида розовым цветом, затем 16 бежевым, 4 розовым и 2 бежевым. Всего раппорт состоит из 40 петель. Его нужно повторить 3 раза. Давайте начнем вязать. Убираем пока маркер. Итак, по схеме нужно провязать 6 столбиков без накида основным цветом. Но я буду сразу вводить нить дополнительного цвета в работу. Прикладываю к основанию, оставляю небольшой конец нити, потом в конце ряда мы его заправим. Вяжем первый столбик без накида, ввожу крючок туда, где был маркер, за заднюю стенку петли. Вытягиваю петлю. Так выглядит сверху. И довязываем первый столбик без накида. Я вяжу довольно плотно. Конец розовой нити зафиксировали и сразу обозначим маркером этот первый столбик без накида. Далее продолжаем вязать основным цветом, а розовая нить будет оказываться внутри столбиков без накида. Еще нужно связать 5 столбиков без накида основным цветом. Второй столбик без накида также вяжу за заднюю стенку. Третий. И обратите внимание, что столбики без накида я вяжу небольшими. Нить вытягиваю не сильно, подхватываю нить и заканчиваю столбик. А здесь уже я стараюсь чуть больше вытянуть эту петлю, для того, чтобы столбики были более центрированы и находились друг над другом, а не уходили вправо. Пятый столбик считаем с первого столбика, обозначенного маркером. И еще один 6-й столбик нужно провязать, но завершать его уже будем рафией другого цвета, просто подхватив крючком. И довязываем этот 6-й столбик без накида. Обе нити придерживаем и подтягиваем, если это необходимо. Теперь эту нить основного цвета будем ввязывать внутрь,
а вязать розовой нитью. И нужно провязать по схеме 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 11 столбиков без накида я уже провязала, и 12, последний столбик я также начну розовым цветом, а закончу уже бежевым. Но бежевую нить я не просто подхвачу, а ее нужно перекрестить так, чтобы она оказалась под розовой нитью. Придерживаем обе нити и довязываем столбик без накида уже бежевым цветом. Дальше снова розовую нить буду ввязывать, а вязать основной нитью. Вяжем 16 столбиков без накида. То есть при смене цветов рафии в одном случае мы просто подхватываем нить, а в другом нужно эти нити перекрестить. Так они не будут путаться, и процесс вязания доставит больше удовольствия. Итак, 15 столбиков без накида провязали, и последний также не довязываем этим цветом, а подхватываем нить розового цвета. Здесь я ничего не перекрещиваю. Теперь бежевую нить укладываю вдоль полотна и вяжу 4 столбика без накида розовым цветом. Вытягиваю эту петлю покороче, а верхнюю чуть длиннее. И 4 столбик нужно закончить нитью бежевого цвета. И здесь нужно перекрестить нити, увести бежевую под розовую и потом уже довязать столбик. Теперь розовую нить укладываем вдоль полотна, вяжем бежевым цветом еще 2 столбика без накида. Так мы провязали весь раппорт. Здесь начали, провязали 6 столбиков без накида основным цветом, затем 12 розовым, 16 бежевым, 4 розовым и 2 бежевым. Далее мы будем вязать этот же раппорт сначала, повторим его еще 2 раза. Для удобства мы можем пометить маркерами еще и начало каждого раппорта. Итак, я продолжаю вязать с самого начала этого раппорта первого ряда, то есть 6 столбиков без накида бежевым цветом. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 столбик нужно довязать нитью розового цвета, не перекрещивая, просто подхватить ее. Теперь вяжу 12 столбиков без накида розовым цветом. И 12 столбик нужно довязать бежевым цветом, предварительно перекрестив нити. Далее вяжем 16 столбиков без накида бежевым цветом. 16 столбик завершаем розовым цветом, не перекрещивая нити, и вяжем 4 столбика без накида розовым цветом. Довязываем 4 столбик без накида и перекрещиваем нити. Вяжем еще 2 столбика без накида. Итак, мы провязали 2 раппорта, первый и второй. И в третий раз вяжем точно так же и сразу будем вязывать еще и этот конец рафии. Итак, 6 столбиков без накида бежевым цветом и далее вяжем по схеме. На этом этапе, не довязав до конца раппорт, я могу уже и этот конец рафии ввязать. Сейчас я вяжу бежевым цветом и внутрь столбиков ввязываю розовую нить
И этот конец рафии я тоже уложу сюда. И придерживая кончик нити, продолжаю вязать столбики без накида, ввязывая внутрь сразу 2 нити. Кончик рафии потом отрежем. Здесь повнимательнее, чтобы крючок прошел под обе эти нити. Но если вам такой способ кажется неудобным, то можно конец рафии потом заправить иглой. И последние 2 столбика без накида в этом ряду вяжем бежевым цветом. Довязали ряд до конца, с изнаночной стороны так, конец нити ввязан внутрь, и оставшуюся часть уже можно обрезать. Так аккуратно выглядит с изнаночной стороны. Возвращаемся на лицевую сторону и начинаем вязать второй ряд по спирали. Убираем пока маркер. По схеме нужно провязать 4 столбика без накида основным бежевым цветом. Также крючок уводим за заднюю стенку петли предыдущего ряда. Провязываем столбик без накида и возвращаем маркер. Второй столбик без накида, третий и 4 завершаем нитью розового цвета, просто ее подхватывая. Далее вяжем 5 столбиков без накида розовым цветом. 5 столбик завершаем, нити перекрещиваем, уводя бежевую нить под розовую, и довязываем столбик без накида. Теперь 4 столбика без накида бежевым цветом. 4 завершаем розовым цветом, просто подхватывая нить. 5 столбиков без накида розовым цветом. Здесь уже нужно перекрестить нити. Далее 15 столбиков бежевым цветом. Далее 6 столбиков без накида розовым цветом. И 1 столбик без накида бежевым цветом. Еще нужно повторить этот раппорт второго ряда 2 раза. И повторюсь, начало каждого раппорта можно отметить маркером, для того, чтобы было проще ориентироваться. Но маркер начала ряда должен отличаться. Продолжаю вязать. Сначала 4 столбика без накида бежевым цветом, 5 столбиков без накида розовым, 4 бежевым и так далее по схеме. Вяжу первый столбик. Сюда размещу белый маркер. Далее вяжу по схеме. И в начале вязания раппорта в 3-й раз тоже добавлю белый маркер. А вот начало ряда тогда обозначу двойным маркером, чтобы оно отличалось. Здесь начало ряда, здесь первый раппорт, второй и третий. Довяжу этот 3-й раппорт второго ряда до конца. Итак, последний столбик без накида второго ряда. Переходим к 3-му ряду. Убираем маркеры. И по схеме нужно провязать 3 столбика без накида бежевым цветом. Первый столбик. Возвращаем маркер. Второй. И 3-й столбик без накида заканчиваем другим цветом. Далее 5 столбиков без накида розовым цветом, 2 бежевым, 1 розовым, 3 бежевым, 4 розовым, 8 бежевым, 4 розовым, 3 бежевым и 7 розовым. Итак,
2 столбика без накида бежевым я провязала, меняю цвет. Здесь только 1 столбик без накида розового цвета, то есть сразу меняем цвет на бежевый. 3 столбика без накида бежевым цветом и так далее продолжаем по схеме. А в конце раппорта довязываем 7 столбик без накида и сразу меняем цвет на бежевый, так как в начале следующего раппорта нужно провязать 3 столбика без накида бежевым цветом. Провязали первый раппорт 3-го ряда. Провязываем еще 2 раза этот же раппорт. Продолжаем вязать. И в конце ряда также довязываем 7 столбик без накида и меняем цвет на бежевый, так как 4-й ряд начинается с 3 столбиков без накида бежевым цветом. Вот полная схема вязания цветочного узора. Всего здесь 35 рядов. Высоту узора можно регулировать по своему желанию, в зависимости от того, какую сумку или корзину вы вяжете. Но если после 35 ряда вам понадобится больше высоты, просто повторите узор с 1-го ряда. Схема разработана таким образом, что переход получается плавным и бесшовным. Во время вязания также обращайте внимание на цвет 1-го столбика следующего ряда или следующего раппорта, чтобы вовремя выполнить смену цвета рафии. Я провяжу все 35 рядов узора. Итак, я провязала все 35 рядов по схеме и уже отрезала розовую нить и убрала все маркеры, оставила только маркер начала ряда. Сейчас я буду провязывать еще один ряд столбиков без накида, только одним основным цветом. Также я буду ввязывать леску и сразу ее приготовлю и термоусадочную трубку, которой буду соединять эту леску. Если нет лески, повторюсь, ничего страшного, можно обойтись без нее, просто вязать столбики без накида, но она придает дополнительную формоустойчивость. Здесь обрезанный конец розовой нити, которую я вязала в последнем 35 ряду, и начинаем вязать следующий ряд. Леску прикладываем к полотну, и она оказывается между петлей и рабочей нитью. Убираем маркер. Далее будем вязать столбиками без накида, так же как мы вязали раньше, то есть за заднюю стенку петель предыдущего ряда. Первый столбик. Так, леска закрепилась. Можно также отметить этот столбик маркером. Продолжаем вязать столбиками без накида бежевым цветом, ввязывая леску внутрь столбиков. Довязываем ряд не до конца, сейчас нам нужно будет соединить леску. Аккуратно распределяем столбики без накида пальцами равномерно по всей окружности, следя за тем, чтобы конец лески не выскочил. Вот так сумка будет выглядеть в итоге. Теперь можем отрезать леску, лучше оставить небольшой нахлест. Оба конца лески помещаем в термоусадочную трубку с двух сторон. И на этом этапе нам понадобится фен. Под воздействием горячего направленного воздуха трубка сожмется и надежно зафиксирует леску. Обязательно проверьте, чтобы нахлест лески также находился внутри термоусадочной трубки. Вот так леска сжалась после нагревания феном. Если есть возможность, место соединения можно немного сместить влево. Если нет, просто продолжаем вязать столбики без накида до конца ряда. Провязываем последний столбик без накида. В результате получается край, который хорошо держит форму.
Далее замыкаем ряд, убираем маркер и завершаем его соединительным столбиком. Возвращаем маркер и провяжем еще один ряд только соединительными столбиками, вводя крючок под обе стенки петли предыдущего ряда и выводим сразу нить через петлю. Еще раз вводим крючок под косичку и сразу провязываем соединительный столбик. Так вяжем до конца ряда. Итак, я довязала ряд до конца, убираю маркер и теперь нам нужно соединить ряд с первой петлей. Для этого вытягиваю нить рафии подлиннее и отрезаю ее. Затем вставляю нить в иглу. Теперь соединяем ряд с первой петлей. Вводим иглу снизу вверх под обе стенки первой петли и подтягиваем нить. После этого возвращаем иглу в середину последнего столбика. Таким образом мы повторяем форму петли и по краю получается аккуратная цельная косичка. Теперь нужно спрятать конец нити в полотно на изнаночной стороне. Если осталась видна леска, то ее можно перекрыть этой же нитью. Например, так. И далее прячем этот конец нити. Теперь будем пришивать бамбуковые ручки. На самой сумке я уже распределила маркеры, обозначающие, где будут располагаться ручки. От начала ряда я отсчитала 20 петель. 20 петель для ручки, здесь 40 петель, 20 петель для ручки и 20 петель до конца ряда. То есть здесь к местам, где обозначены маркерами, будем пришивать ручки. Пока саму сумку откладываем и берем саму бамбуковую ручку. Пока одну и рафию. Рафию сейчас желательно так расправить или можно отпарить небольшой участок рафии. А крючок я хочу взять поменьше, не 2,5, которым я вязала сумку, а номер 2. Но можно и тот же крючок использовать. Берем ручку и будем вязать справа налево, по сути также столбики без накида, но немного иначе. Берем рафию, формируем руками петлю, вводим крючок в нее. Конец рафии также будем ввязывать. Рабочая нить на пальце левой руки, подхватываем ее и протягиваем в петлю. Закрепили. Подтягиваем нити. Этот конец нити будем ввязывать, а рабочую нить выводим снизу вперед и заводим за крючок. Потом уводим назад снизу, размещаем на указательный палец, подхватываем рабочую нить крючком и провязываем в получившуюся петлю. Подтягиваем нити, чтобы они плотно находились на бамбуковой ручке. Немного смещу их вправо. Еще раз. Снизу подхватываем рабочую нить, заводим за крючок, уводим назад и провязываем петлю. Обязательно подтягиваем нить. И еще раз. Вот что получается. Сверху косичка из 4 петель, сзади так. В итоге нам нужно, чтобы эта косичка состояла из 20 петель. Продолжаю вязать.
20 столбиков без накида я провязала, и теперь можем уже отрезать рафию, оставив конец примерно 50 сантиметров. Вытягиваем петлю и вставляем нить в иглу. Берем саму сумку и будем пришивать сюда. Убираем первый маркер. И сюда же под обе стенки первой петли верхней косички вводим иглу. Сзади вперед. Конец нити пока уводим в сторону и подтягиваем нить. Далее возвращаем иглу в эту же первую петлю на бамбуковой ручке спереди назад. Подтягиваем. Снова вводим в петлю на сумке. Обратите внимание, что это косичка сверху. Не этот ряд, а тот, что сверху. Вводим сзади вперед, вытягиваем нить. Затем вводим иглу во вторую петлю на сумке спереди назад. Подтягиваем. Так продолжаем сшивать до маркера. Мне осталось соединить последние петли. Убираю маркер и ввожу иглу сзади вперед. Вытягиваю нить и ввожу в последнюю петлю на бамбуковой ручке. Здесь может быть непросто, но работаем аккуратно, чтобы не порвать нить. Подтягиваем и заправляем нить на изнаночной стороне. Таким образом. И этот конец рафии тоже можно заправить. Он небольшой, поэтому мне здесь удобнее работать крючком. Теперь ручка хорошо закреплена. Делаем то же самое и с другой ручкой, пришиваем с другой стороны сумки. Такая сумка у меня получилась. Пожалуйста, делитесь вашими результатами в соцсетях. А я благодарю вас за просмотр и увидимся в других видео. Вяжите с удовольствием. Всем пока!